Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро прогноз гороскоп на неделю с 4 по 10 марта. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какую-то свою ситуацию вы сумеете, может быть, просчитать как альтернативный вариант развития событий на пару шагов вперед. И в нашем традиционном еженедельном прогнозе основные вопросы, неожиданность, что важно знать, что скрыто по основным сферам жизни. В целом неделя, ну и вообще, наверное, весь период до 25 марта может напоминать как американские горки, перепады настроения, перепады где-то эмоциональных всплесков, как и для нас самих, так и с людьми мы сталкиваемся. На них тоже вот много планетарных событий, которые вот этот фон эмоциональный могут резко менять. Это своеобразная прелюдия перед коридором затмений, который начнется 25 марта и продлится до 8 апреля. Начинается с лунного затмения в весах и заканчивается 8 апреля в знаке Овен солнечным затмением. И в районе, уже забегая немного вперед, 8 апреля тоже где-то могут нас ожидать неожиданности или какие-то в обстановке вокруг нас перемены, поэтому держать руку на пульсе в целом следует, будем говорить. Но пока мы смотрим в районе недели, на дистанцию в 7 дней, давайте узнаем, что важно знать для вас, мои дорогие. Чего не избежать? Неожиданности. Чему сейчас не время, по мнению карт? Или что может помешать? Что вам будет помогать? Что скрыто? Может быть, чему-то не придаете значения. Дела, работа, бизнес, энергия денег. И как видят карты, что в личной жизни. Что же важно знать? Туз кубков. Но будут радости, мои дорогие, правда. Может быть, какое-то дело вы решите очень хорошо. Или, будет этот самый повод для того, чтобы приток вдохновения почувствовать, да, или быть большим оптимистом, например, или какая-то любовная история заиграет новыми красками. Почему нет? Все же это чувство, и чувства нас наполняют. Но и еще и новости приятные, безусловно, как будто тоже ожидаемы. Вообще, что важно знать, больше позитива в свою жизнь, мои дорогие. Не допускать каких-то грустных мыслей и не копаться в себе. Может быть, не сравнивать ситуации этой недели с тем, что было когда-то. Если мы говорим про личную, допустим, жизнь, все-таки туз кубков – это наши эмоции, эмоции приятные. Но вот себе не добавлять какого-то негатива прошлыми воспоминаниями. Вот попросту отдаться, вот как и хорошему настроению, мои дорогие, так и тому, что, себе сказать, что я все смогу, у меня все получится, мой план будет осуществим, даже если я что-то скорректирую. Быть добрее к самому себе, мои дорогие, это будет очень важно. Неожиданности. Вы можете столкнуться с человеком, или, может быть, это ваш партнер, или ваш любимый человек, который рожден под знаком зодиака стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет там асцендент, может быть, и по Луне. Почему нет? Что отличает этих людей? Они, даже если их судьба как будто вот так вот ставят на колени, они все равно поднимаются вновь. Это те люди, которые создают себя сами, уверенные люди в себе, которые умеют хранить тайны, которые умеют хранить молчание, секреты чужие и свои. И они вам никогда не расскажут, что же они думают наперед. Но где-то и вы будьте готовы к тому, что человек, если действительно есть конкретный человек вот в такой энергетике, даже не обязательно знаки зодиака, то просчитать, что же он думает, у вас не получится. Но это те люди, с которыми нам интересно, которые к себе манят. Магнетизм идет по этой карте. Может быть, и вам, как будто карта предлагает, быть в этих энергиях, потому что тогда мы более готовы к неожиданностям. Ведь вот все то, что я перечислила по королеве жезлов, это сильная позиция. Вот вооружиться, если тем, что наша жизнь никогда не бывает полностью предсказуема. И даже если какая-то турбулентность происходит,
Ну, чтобы нас не застало это врасплох. Больше думаем о том, что я могу предпринять в данный момент. Хотя сама по себе неделя по этим двум картам обещает быть и интересной, привлекательной, чему сейчас не время. Ждать, что какая-то ситуация решится сама. Надеяться на его величество случай. На помощь где-то судьбы высших сил или что-то само разберется. Нет, вам нужно управлять какой-то ситуацией и вовремя подмечать, когда она меняется. Вот этот штурвал, вот эта рулетка судьбы в ваших руках должна быть, ну, как в надежном управлении. И нам говорят, держись ближе к центру, иначе, если что-то отложишь на потом или понадеешься, ты можешь упустить какую-то возможность. И тогда, если оказаться как будто сбоку, с краю вот этого судьбоносного колеса, при развороте нас словно может выкинуть и выбросить из какого-то, ну, предположим, какой-то счастливой возможности. Или как мы будем не готовы к какой-то реальности. И все то, что я перечисляла по королеве жезлов, для вас самих будет тоже как сильная позиция, очень актуально. Вот прочувствуйте, может быть, все то, что я перечислила, полностью надо доверять себе, мои дорогие. Вы люди интуитивные, поэтому ваши подсказки собственной души, вообще, что это интуиция? Это интеллект и наш какой-то опыт предыдущий, но не в плане глубоких размышлений, а конкретных фактов. Вот когда мы себе где-то знаем, когда постелить соломки, или как взаимодействовать с конкретными людьми, или как поступить в какой-то ситуации. Одним словом, держите эту рулетку судьбы крепко в своих руках и не надейтесь на случай. Что помогает? Помогает по пятерке жезлов, когда умеете плавать вот в этом море информационного хаоса достаточно уверенно. Как помогает нейтральная позиция, не включиться в какой-то спор, может быть, где-то промолчать, принять то, что у людей свое мировоззрение, и мы их не меняем. Или человек не значит, что он плохой или хороший, если он думает как-то по-другому. С другой стороны, много может быть информации в течение недели, которая, знаете, противоречиво разрознена. Утром пришла одна, в обед вторая, вечером третья, что-то изменилось, одно другое отменяет. И если мы готовы к этим самым неожиданностям, к неожиданным новостям, то тогда у нас будет точно сильная позиция. Не торопиться. И опять же нейтралитет. Вот это все помогает. То, что скрыто. Это карта силы, это карта вашей сильной позиции. Вы будете чувствовать, скорее всего, что да, что-то я могу изменить. С другой стороны, карта нам говорит о тех возможностях, которые будут дальше. Может быть, развитие какого-то вашего дела или темы. Может быть, это касается по работе. Может быть, и это в личной жизни, мои дорогие, все-таки туз кубков, а что скрыта карта силы. Вообще, карта силы – это по энергетике, как карта мага, великий манипулятор. И удерживать этот баланс – вот этот туз кубков на продолжительный период времени. Ваша задача. Ведь по карте сила, пусть не в этой колоде, но значение это такое, что мы как будто укращаем наше эго. Или когда мы допускаем, опять же, все то, что я говорила, что люди имеют разные взгляды, или они чувствуют эту жизнь не так, как мы, а как-то по-своему. И это не значит, что мы с ними не можем найти взаимодействие. Как раз нет. Потому что по карте сила мы находим это взаимодействие, когда у нас не вызывает отторжения мысли человека, или когда вы больше настроены, ну, может быть, сохранить, достичь взаимопонимания, сгладить острые углы. Словом, где-то придется манипулировать, как бы это ни звучало, может быть, и некрасиво, или адаптироваться к какой-то ситуации, чтобы удержать вот этот самый кубок счастья, практически так. Или кубок радостных эмоций, возможностей, мои дорогие. Вот у вас сильная позиция, и ее как будто усилить нужно с учетом того, что вокруг что-то может меняться, обстоятельства могут меняться. Для вас будут важны люди, на которых вы можете положиться. Нельзя оставаться в гордом одиночестве, как ни крути. Все же у нас две карты про взаимодействие, потому что жизнь, повторюсь,
не бывает полностью предсказуемо. И от того, на кого мы можем положиться, или кто может с нами одновременно разделить и печаль, и порадоваться за нас искренне, будет зависеть ваше качество жизни на последующий период, а перемены как будто они неизбежны. Давайте мы посмотрим дела, работы, бизнес. Ух ты! Но здесь может, это карта страсти и карта денег, одновременно 15-й старший аркан. Возможности сами по себе, может быть, продвинуть какой-то проект, заработать денег или получить новую должность, но ничего нельзя делать чересчур. Вот почему нам карта и говорит про манипуляции. Как будто скрытые они должны быть. Не должно что-то основываться на, знаете, жгучем желании. Я хочу осуществить именно вот это дело и именно в том контексте, таким путем, как для меня это выгодно. Вот так не должно быть. Здесь не перегибать палку, как со страстью, так и в вопросах заработка. Или, может быть, это общение. Кому-то придется общаться с руководителем. У нас вверху выпадает королева жезлов. Мы говорили, та, которая сделала себя сама. Ее не обведешь вокруг пальца. Она сама где-то умеет как хранить молчание, так и правильно анализировать обстановку. Может быть, больше построить на открытости, на доверии, какие-то темы, вопросы проговорить даже. 15-й аркан говорит, что физических сил у нас будет достаточно осуществить какой-то проект или заработать денег. Эмоции могут тоже накрывать в этот период в вопросах работы, в вопросах документов. Или есть то, что, может быть, вы с этим не согласны. Но, значит, где-то примирить в самом себе вот эти противоречия будет тоже важно, чтобы они вам не помешали. Вот укротить льва в себе. Вот карта сила, она как раз об этом и говорит. Мы не должны себе помешать держать, видимо, эмоции на коротком поводке. Придется, мои дорогие. Что-то важное у вас в эту неделю может быть на кону. Одним словом, будьте аккуратны. Нейтралитет, правда, вам помогает. И вот еще одна карта умеренности. Посмотрите, еще один старший аркан. Вы, правда, на пороге перемен. И кто знает, вот эта неделя может закладывать те последующие события в вашей жизни, вместе с обстоятельствами, которые еще и придут в последующий период. И здесь, знаете, как вы на развилке оказываетесь судьбы. Чем я буду заниматься в последующие дни или в последующие месяцы. Ведь продуктивный период для вас как и 24-й, так и 25-й год. И, наверное, правильно определить, как и либо сферу занятий, род деятельности, каким образом к вам приходят деньги. И если деньги пришли, правильно их распределить. У нас выпадает старший аркан умеренности, и он призывает лишь, ну, с одной стороны, быть интуитивным человеком, с другой стороны, решение принимать спокойно и обдуманно. И вверху у нас колесо фортуны. Сейчас не время, как надеяться на его величество случай или ожидать, что быстро что-то изменится. Или вам самим, мои дорогие, форсировать какую-то ситуацию. Сохраняйте терпение и душевный баланс. Тут, знаете, сложность может быть периода в том, что как будто в одну кучу смешалось все вместе, потому что старшие арканы. И вместе с тем вот все то, что я говорила по колесу фортуны, для вас будет важно. Личная жизнь. Хочется правды, хочется с чем-то разобраться, что-либо расставить по местам. Может быть, по личной жизни придется улаживать какие-то вопросы, связанные с документами. Или не всегда эта карта говорит непосредственно о любви нам. Да? Все-таки личная жизнь– это ваши планы, это ваши намерения и цели. Может быть, и честолюбивые. Может быть, это для кого-то буквально иногда проходит по рыцарю мечей люди, которые, к примеру, проверяющие, если у вас свой бизнес, или когда нам нужно, может быть, составить декларацию, и мы взаимодействуем с налоговыми органами. Иногда это говорит о проверяющих. И если правда вы занимаете высокий пост, или у вас свое личное дело, вы где-то можете столкнуться с такими персонажами, к этому нужно быть готовым, и тогда дважды держать свои эмоции на коротком поводке. Не торопиться с чем-то. Не думать, что если я сейчас буду настаивать на своем мнении и кому-то что-то докажу, у вас 15-й аркан просто выпадает.
на дела, работу, бизнес. И у кого-то это личный бизнес, пусть это, знаете, это как дело вашей жизни. И вы будете не просто думать о нем в рабочие какие-то часы, а вы будете о нем думать об этом деле или о конкретном вопросе, ну, какое-то продолжительное время, и вам захочется больше правды и все расставить по местам. Кроме того, вы можете столкнуться с людьми, которые вам пытаются что-то доказать. Посмотрите, это может быть сопряжено и с вашими близкими. У кого-то, ведь у нас как раз совпадают карты, что вам помогает, нейтралитет и не вмешиваемся в какой-то конфликт. А если мы переложим это на карту, пусть в личной жизни, рыцарь мечей, иногда бунтарь без причины, бывает такое. Это бунтарство может как и вас самих проснуться, так и среди ваших близких вам тоже кто-то может доказывать, настаивать на своей точке зрения. Держите одним словом нейтралитет. Истина, она как будто где-то рядом. У нас нет точной информации. Может быть, у человека в этот период нахлынули эмоции, он с ними не может совладать. Или у человека есть какое-то разочарование. Или у него период жизни таков, что не может он сдерживать сейчас свои эмоции. И тогда прав будет тот, кто промолчал, мои дорогие. И вы лояльны к миру, вы добрые люди, вы как раз больше настроены на взаимодействие. И вот эти ваши качества в эту неделю – это огромный бонус по сравнению, наверное, с нашей непредсказуемой жизнью, ну и где-то чисто психологическими ситуациями, которые будут связаны с людьми. Может быть, как и в социуме, а может быть, так же, как и в личной жизни. Вот этот кубок нужно удерживать крепко, чтобы ни при каких обстоятельствах он как будто не выскочил из ваших рук. И помнить, что вот эта карта сила, у вас действительно сильная позиция, и вы великие дипломаты. И даже любой сложный вопрос вы сумеете переложить в ту плоскость, когда она становится более гибче, когда можно договариваться, когда обойти можно острые углы и так или иначе для себя сделать что-то со знаком плюс. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.